Привет! Сегодня у нас 9-й день трансформации, 9-й день пути души, и это отшельник. Это познавание своего опыта, мудрости, знаний каких-то, света своего. Этот период очень нужен для того, чтобы вы после такого тяжелого пути, который вы прошли уже, живя в этой реальности, да, в своей жизни, вы прошли сложный путь, все вы. И вам нужно это время для того, чтобы осмыслить, а куда я иду дальше, куда меня вообще ведет высшие силы, куда меня ведут, куда моя душа меня зовет. Это разговор с Богом, это разговор с душой. Но также этот этап, он должен быть этапом не для того, чтобы вы зависали в отшельничестве вечно, потому что в отшельничестве удобно. Удобно, потому что ни перед кем не надо что-то там объяснять, коммуницировать лишний раз, там, выходить в мир, короче, не надо, потому что ты живешь в отшельничестве, ну, и в целом-то кайфово. Ты один на один с собой и никому ничего не обязан, абсолютно. Но дело-то не в этом, а дело в том, что вас высшие силы ведут по вашему золотому пути судьбы именно через отшельничество, через вот эти предыдущие наши жесткие расклады, которые я делала, они энергетически, каждый еще сильнее, еще сильнее. Я чувствую, что у меня все просто. То есть в материи это как, в моей материи это как, отражается. Это огонь везде. То есть огонь в том контексте, что у меня от начала мысли до реализации проходит очень мало времени. И я очень точно попадаю сейчас сразу в цель. То есть мне нужно, например, именно в материи. Мне нужно, к примеру, найти людей. Я просто беру и сразу первый попавшийся телефон, и мне все делаю. Хотя дело было, зависало очень долго. Просто долгие месяцы. Это все стояло, и ничего не двигалось. Поэтому вы это заметите. Вот девушки пишут, что у них там летают метла, дети. Вот именно такое ощущение. И мужчин, и женщин, что у них начинается движение начинается. Но через познавание себя, опять же. Мудрец, отшельник, да, он мудр, да, он светил, да, у него он один, но он один. Он не в паре, он не в парности. Понимаете? Живя в отшельничестве, но грезя о каком-то человеке, думая о нем, или мечтая встретить такого человека, да, вы его не обретете, потому что вы один или одна, и вам так, ну, в целом-то удобнее так. Потому что никакие из вашего тела вообще никакие эманации, импульсы вообще не выходят. Они в целом аккумулируемы только в вашем пространстве. Все. Вы, получается, варитесь в собственном соку. Смотрите, вот этот период, он достаточно короткий, не зависаем в отшельниках. Я делала вам, тем, кому я делала, все знают, родовой вот этот, когда расклад по роду. Переслушайте его еще раз, и там я как раз об этом и говорила. Вам нужно выходить в мир, а вы выходите опять, это тоже сценарий. То есть я ухожу в себя, вернусь не скоро. То есть я не выхожу в мир, я не выхожу в социум, я не выхожу... Потому что, знаете, легче всего медитировать, обретать какую-то истину, мудрость какую-то обретать, когда вы находитесь где-нибудь там в горах в совершенном одиночестве, в полнейшем.
Ну, конечно, чтобы были какие-то там вода, хоть что-то было, но в целом так кайфово. Ну, там, в тибетском монастыре, например, там, раз сидишь и медитируешь себе. И, в принципе, тебе не надо выходить в социум и что-то там делать, решать какие-то дела, там, искать себе реализацию, находить себе единомышленников. Ну, вообще, в принципе, коммуницировать с людьми – это труд, это энергетически очень, ну, дело-то затратное, то есть вот так вот. Но этот период, он заканчивается. И я немножко забегу вперед, я просто знаю этот путь души вашей, это по ступенькам. Мы сейчас идем по ступенькам вверх. Этот период вас приведет к вашему счастью. Понимаете? Да, через отшельника, но это период, опять же. Это не протяженностью в бесконечность, когда вы зависли в этом состоянии, и вам в глубине-то души, ну, не очень уже комфортно так. А что нам поможет на этом пути? Я очень долгое предисловие какое-то, очень нам поможет звезда. Смотрите, это карта звезды, это карта из таежного оракула. Что нам говорит звезда? Звезда – это ваша мечта, звезда – это идеал, звезда – это то, к чему вы стремитесь всей душой. Это предназначение, как раз-таки. Это ваш путь, звезда. Это в абсолютной тьме, когда человек найдет себе яркую звездочку на небе, яркую звезду, и он будет стремиться к этому свету, будет стремиться. Она как маяк, для него звезда как маяк. Так станьте для себя самого, для путника, который вышел на эту дорогу судьбы, станьте для себя маяком. Станьте не просто звездой, а солнцем. Потому что звезды сияют только ночью, а солнце – это наша звезда, которая дает жизнь. И она проявлена в дне, в материи. Без солнца невозможно было бы жить, ну то есть жизни бы не было. Поэтому это фундаментально. Вот если вы это поймете, о чем я хочу сказать, что отшельник и звезда – это очень далекие, холодное пространство. Это холодное пространство одиночества, когда да, ты сияешь, да, ты яркий, но ты один. Да, ты какие-то мудрости познаешь, но ты один. И ты не можешь поделиться своим теплом ни с кем. Потому что за пределы твоего тела вообще ни одна вот эта световая энергия вообще не выходит. Поэтому вам нужно стать солнцем. Солнцем для себя и солнцем для других людей. Проявляться к тем людям, которых вы любите. Светить им в семье, светить своим детям. Не удаляться в этого отшельника. Потому что многие годы люди вот так вот придумывают себе мир. Вот он, мир мой, безопасный, и я буду там жить. Меня никто не трогает, и ну и классно, да? Вот он живет так. А потом ко мне приходят на консультации и мальчики, и девочки, которые недолюблены вот этим папой или мамой, которые ушли в отшельники, потому что так не больно. Да, они мудрые люди, возможно, давали вам какую-то силу, именно познавания, вот мудрости, какие-то знания вам давали, но ни одного грамулечки тепла, нету там тепла. И поэтому люди пытаются найти это тепло. Вы сейчас становитесь сами для себя этим теплом, этим светочем, этим солнцем. Так, давайте начнем. Я сделала такую маленькую перестановку, мне так удобнее, чтобы вы не отвлекались ни на какую обстановку вообще, что у меня здесь есть. У меня здесь соль стоит, вода, все 4 стихии и свеча. Свеча очень
сильная, вот, которая чистит вообще пространство. Ну вот. Это говорит о том, что уже пора начинать. Что-то я много говорю. Хорошо. Какие у нас процессы сейчас идут? Йогини, йоги все. Ну, вас поддерживают высшие силы, они прям вас ведут. Вот взяли вас вот так вот, ну как, оберегая вас, и ведут вас к свету, к этому. Альфа-частота. Дальше. Мандала. Сердце. Вот она, опять же, сердечный центр мы сегодня будем с вами раскрывать, потому что отшельник — это человек, который познал истины, но у него совершенно заблокирован сердечный центр. Он не теплый, он не, как сказать, он не может проявить свою любовь. Даже если он любит, он не может этого сделать. Вы солнце. Я же сказала, звезда и солнце. Вот, из разных колод совершенно. Две. Звезда, она холодная. Вы должны стать солнцем, который согревает, который дает именно жизнь. Так. Воля и свечение. Свечение. Опять из сердечного центра. И вот она, любовь. Смотрите, карта солнца опять. Через любовь, через свою сердечный центр. Будем сегодня раскрывать наше сердце. Раскрывать сердце, конечно, в метафорическом аспекте. Так, через мудрость. Опять вот он, отшельник. Он один, филин он один, сова она одна. Она летает, она ночная птица. У нее нет, как сказать, в социуме. Но она очень мудрая, да, считается, да, вот символ совы. Так, смотрю, идет запись? Идет. А что нам нужно проговорить, либо сказать? Я вас услышала, я поняла. Да. Очень быстро. Мы сейчас с вами очень быстро будем с вами открывать свое. Закручивать колесо сансары, колесо судьбы своей. Колесо фортуны, это еще называется. И в дисках ценность, через ценность. Вот она опять звезда. Третья колода пошла, звезда. Мы сейчас будем с вами. Вы в ожидании. И вот он, страшный суд пришел. Боженька сейчас пришел, вот сюда, Творец, высшие силы. Вы идете к счастью. Я вам сказала, вот она, карта счастья, которая будет, это другой день. Могу вам сказать немножко вперед. Через обретение ценности себя, через что нужно проговорить нам, через справедливость, рассажизм. Опять активная проявленность материи, активное движение. Так, товарищ дьявол, чего товарищ дьявол? Ох, ребята, сейчас информация прям потоком идет. Сейчас очень внимательно слушайте меня, смотрите. Вы сейчас становитесь очень ценным персонажем для Вселенной. Очень ценным персонажем. Потому что вы сейчас именно в себе пробуждаете эту силу, которая в вас была скрыта многие-многие воплощения, то есть знания какие-то, вот в клетках вашего тела даже. Вот эти знания, все это было из прошлых жизней. Но тогда в тех воплощениях вы не могли воплотить именно этот золотой путь души.
Ну, потому что в одном воплощении вам нужно было это проработать, в другом это, в третьем это и так далее. Сейчас мы пришли к тому, у меня свечка, во-первых, трещит, во-вторых, тут нарост просто невероятных размеров. Значит, что я хочу сказать? Вы становитесь очень ценным персонажем. Девятка пентаклей, личность, которая сама себя сделала. Но это также личность, которая одна, она в одиночестве. И смотрите вокруг нее, какие карты выпали. Вот так было. Дьявол. Дьявол. Понимаете, да, о чем я говорю? Вы очень ценный персонаж для темных сил. Потому что они видят, что ваша энергетика растет с каждым днем, с каждым часом. Потому что сейчас трансформация очень быстро идет. И вам нужно быть очень осознанным, внимательным человеком для того, чтобы познавая эти знания, вы получаете эту мудрость вековую. Если это будет опять провал в темной материи, в темной энергии, то это разочарование. Это опять разочарование, это опять разлитые чувства, это опять башни на что? Все, теперь у вас башня на то, что вы с закрытыми глазами шли, будто бы. Я сейчас вам, я Верховная Жрица в этом контексте, я вам сейчас открываю то, что вы положили башню на закрытые глаза. Теперь больше не будет этого этапа, когда вы шли с завязанными глазами, вообще ничего не вижу, не понимаю, не проявляюсь, потому что ни хрена не понимаю, что происходит. У вас на это башня. У вас сейчас открывается сила, у вас... Блин, я просто никак не привыкну, где у меня камера. Сила открывается в вас, магическая. Магические способности ваши сейчас будут цвести. Чувственность. Как раз-таки вот он, сердечный центр, это чувственность, это король чаш. То есть это люди, которые творческие, заряженные. Все занимаются, кто танцами, кто музыкой, кто слышит музыку, кто пишет картины, кто-то пишет стихи. Ну, в любом аспекте творчества. Кто-то просто шедеврально делает, например, обеды, ну вот просто. Кто-то шедеврально делает детей, вот правда. Потому что я знаю, у меня девочки слушают, например, у которых много детей, ну прям много. Ну то есть и у них это получается, это талантливые мамы, понимаете? И что у вас? Выбор днище души. Либо это все отсечь, либо обучаться. Вот путь ваш. Либо я иду в обучение, отсекая все ненужное, отсекая от себя вот этот кармический урок, когда я прорабатываю вот этими раскладами все аспекты своей личности, взаимоотношения с партнерами, с мамами, с папами, с родственниками, со всеми людьми, которые тянут вас вниз или назад. Я с ними со всеми разрубаю кармические контракты. Я не имею в виду того, чтобы вам прекратить общаться с родителями, например. Нет. Вы просто берете и идете в свою жизнь сами, без посторонней помощи, без того, чтобы вам кто-то что-то там сказал, как вам нужно поступать, или куда вам нужно идти учиться, или чем вам нужно заниматься. Вот. Без вот этого поводыря вы наконец-то идете. Но дьявол не дремлет. Мы с вами вчера прорабатывали... Почему вчера? Ну да, вчера. Точно вчера. Прорабатывали с вами 8-й день, у нас был дьявол как раз. Вот он, дьявол, вышел.
Потому что, смотрите, вы отплываете от этого. Вы отплываете в свой счастливый путь, в новый свой счастливый путь судьбы. Так и быть, так то стало. Все. Что еще? Что я должна сказать людям сегодня? Нет, я знаю, что я практику с вами проведу, но она чуть позже будет. Сейчас давайте еще глянем про отшельника. Что хотите сказать-то? Ага, вот еще, кстати, вот эта колода, она очень хорошо говорит. Это колода предков рода. Давайте мы еще спросим у предков рода. Вот этот сценарий отшельничества. Откуда он? Откуда он? Благополучие. Так. Вот вы сейчас опять закручиваете колесо судьбы. Вот оно, другая колода, колесо судьбы своей. Закручиваете в счастливое свое будущее. Где там есть все. Там есть процветание, там есть счастье, там есть любовь, там есть настоящее. Вы доверяете полностью мирозданию свою жизнь. Я знаю, что Вселенная мне во всем только помогает. То есть вы сейчас отпускаете все свои мечты, задумки, цели просто в пространство. Вы это отпускаете и разрешаете мирозданию сделать так, как самым благополучным образом для вас, именно для вашей души. Потому что у меня недавно состоялся разговор с человеком, это действительно так и есть. Все люди проходят на этой планете свои кармические уроки, там задачи, да, но в разном темпе. Все в разном темпе живут. Ну, не бывает двух одинаковых людей. То есть, если я стремительная, я просто по жизни такая, я с самого детства такая, я быстрая, у меня очень все быстро, у меня метаболизм быстрый, я вся вот такая вот огненная колесница, понимаете? Я несусь вперед всегда, у меня движение именно кинестическое, поэтому я и пришла к вам, потому что я знаю, вот она моя реализация, я могу подтолкнуть к движению. У другого человека, у него другой ритм, у него другой организм, он по-другому живет. Кому-то нужно побольше подумать, там, помедитировать, что-нибудь там, кто-то больше все это как-то сам в себе находится. У всех разный ритм. Поэтому вам нужно сейчас именно для вас, чтобы Вселенная и Творец развернули события для вас благополучным и легким образом. Не так, чтобы жестко через асфальт, там, через материю вас протащило. Ну, вот теперь вот у тебя счастливая жизнь. Но притащив при этом вот такой жесткий опыт. Потому что одна душа может это выдержать, потому что ей даны эти опыты, эти задачи, потому что она сильная, например, энергетически очень сильная душа, или она древняя душа, то есть она все это, у нее моментально все складывается как в пазл. То есть она информацию взяла оттуда, отсюда, все, у нее все, она вспомнила свой прошлый опыт, все, я поняла, и идет дальше. Кому-то нет, кто-то молодая душа, пришла сюда и вот с распахнутыми глазами, ну, действительно смотрит на этот мир и не понимает, почему ему прилетают такие уроки, там, такие задачи, и что делать дальше. Поэтому вы сейчас доверяете своему Творцу, своему пути вы доверяетесь и своему темпу. Каждый проходит свои этапы в своем темпе. Кто-то прослушивает расклады там запоем, кто-то каждый день, но регламентированно, а кто-то пропускает дни, потому что там работа, дети, может быть, еще какая-то деятельность, да, но не пускает, не может человек. Он занимается другим еще параллельно, учеба, еще что-то. То есть вы сейчас для себя определяете так, но я все равно прохожу, я прохожу этот трансформационный путь из 14 раскладов, я прохожу в своем темпе. Вот.
для вас складывается все самым наилучшим образом. Именно для вас. Гладко, сладко и легко. Вот я говорю вам, сейчас мы с вами очищаем, исцеляем свои темные, теневые и светлые аспекты, чтобы вы целостный человек. Потому что человек не может быть просто там святым, а кто-то, ну, прям вот исчадие ада. Но нет. В каждом есть и то, и это, и светлое, и темное. Но почему мы с вами вообще через тьму-то пошли? Мы через глубину пошли, мы такие вообще темы с вами поднимали. На самом деле, до меня никто таких раскладов не делал. Я просто горжусь именно тем, что я этим занимаюсь. Потому что меня высшие силы ведут, я это чувствую, что они меня ведут, они дают мне каждый день вот эти темы. Просто знания. Мне идут знания. Вот и все. А вы берите, я вам даю их, вы берите их только. Просто берите. Не надо спрашивать, откуда ты их взяла. Там начинается. Ну, потому что у меня душа такая. Все. Вам сейчас не нужно это знать, откуда я это беру, откуда эта информация черпается. Это предки моего рода дают мне и все. Потому что у меня очень сильные энергетические люди там. Вот так. Обретение гармонии. У вас сейчас обретение гармонии. То есть вы принимаете свою теневую сторону, и свои светлые стороны. Подруживаете, как это сказать по-русски, ну, интегрируете, исцеляете это все, соединяете в себе, укладываете в себя гармоничным образом, что во мне есть и это, и это. Но что я выбираю, то по какому пути идти? Опять стагнировать, опять лежать, страдать, опять выбирать боль, опять заживо себя хоронить, или я в движении иду, я иду к своему счастью. Я иду к своему счастью, вот лично я иду к своему счастью. Кто бы там что мне ни говорил. И вы тоже должны себе эту задачу поставить, и высшим силам поставить. И каждую ночь тоже проговаривать своей душе задачу такую ставить, например, на ночь. Покажи мне, дай мне знания, может быть, через сны, может быть, через видение. Покажи мне, куда мне сейчас идти, какое действие предпринять. Исцеляй меня. Вот тоже это задача номер один. Вот многие, кто, например, сейчас, кстати, вышли все предки рода, кто заболел, ну, прям болеет, пожалуйста, морально, ментально, физически попросите об исцелении. Свое собственное тело световое исцели. Вот сейчас я тебе даю задачу: исцели меня, исцелись сейчас. На исцеление идет. И вы программируете тем самым свое тело на исцеление. Своими даже мыслями. Так, давайте дальше. Ну вот они, предки рода. Кстати, у многих реализация цели, вот она, реализация цели. То есть вы создали намерение и идете в эту цель. Вы задаете нужные вопросы к мирозданию и готовы принимать ответы в материи. Вы ясно видите свою цель. Вы ее четко видите, но не проделываете этот путь. Как сказать, не проделайте путь? Не программируйте этот путь так. Вот к этой цели я пойду только вот таким путем. Да, может быть, вас Господь ведет именно там, надо обойти это препятствие, или под гору пройти, или наоборот, ну как-то вот по-другому, да? Вы ясно это все видите и чувствуете себя в этой цели, то есть я уже этого достиг, мне комфортно, мне хорошо, тогда это ваша цель. Если у вас душа, вот знаете, да, когда как будто теплом вас овеивает, вот таким мурашками, теплом, таким благостным ощущением, это значит ваше, это вам туда нужно идти. Если же у вас просто паническая атака, страх или ну просто сжимается в комок все тело, значит это не ваше. Значит, либо не время, либо это не ваше вообще, то есть не та дорога. Я вот очень четко на себе это считываю, потому что если я
в материи чувствую сжатие или какой-то страх, какое-то вот, знаете, вот неприятное просто ощущение. Но кого-то послушав, это раньше я так делала, кого-то послушала, пошла туда, например, работать. Ребят, я оттуда с этой работы вылетела просто как пробка. В таком темпе, роняя тапки, просто бежала, потому что я попала в коллектив, где руководителем была психопатическая личность, психопатка. Это страшно. Поэтому я поняла, что нет уж. Вот моя чуйка чует хорошо очень. И вот я почувствовала, что мне туда не надо, но я кого-то послушала. Да тебя там ждут, да давай, да что, и все, и пошла туда. Поэтому, когда вы чувствуете, что вам туда не надо, значит, не надо туда идти. В эти отношения не надо вам туда идти. Если вы чувствуете при мысли о человеке, что у вас сжатие происходит, значит, это не ваш человек. Это не ваш человек. У вас все, поджилки трясутся, это не ваш человек. Ваш человек вас просто при звуке его имени, при воспоминании о нем, при вообще мысль какая-то о нем, о партнере, допустим, о любимом человеке, я имею в виду, это все, у вас разливается благость, внутри вас благо, благодать. Вот оно, вот этот камертон, который вас должен вести. Чувствуйте себя, верьте в себя. Смотрите, еще. Я же задала вопрос изначально о том, откуда это может идти вообще. Ну, по материнской линии это 100% идет. Именно тема отшельничества. Да, не удивляйтесь, не только мужчины бывают отшельниками, женщины тоже. Причем они живут в семье, но проигрывают роль отшельницы или человека, который холодный, отстраненный, он всегда в своем мире, он закрыт. Он закрытая система. Знаете, я когда-то изучала в университете, в общем, у нас была тема, сейчас вспомню, закрытая система и открытая система, это городов, именно городов и, ну да, городов больше. Вот какой город закрытый, закрытая система, там и люди такие, они там вовне ничего не распространяется, он закрыт, это закрытая территория. И другой город возьми, он открытый. То есть открытая система, как-то там по-научному называется, я просто забыла, честно. Поправьте меня, если кто-то, может быть, это тоже изучал эту тему. Вот. Как же там еще? Открытая горячая система, по-моему. Есть закрытая холодная система. То есть, например, закрытая холодная территория. Это города, например, какие-нибудь типа север нашей страны, к примеру, очень закрыт, очень локальная, вот такая вот. Там, например, завод один, вот люди там живут, у них даже атмосфера темная, то есть она вообще вовне ничего не, как сказать, не проистекает оттуда. И туда сложно попасть, но если уж ты туда попал, оттуда выходить очень сложно. Так вот, отшельники, это может быть у вас в роду были целители, люди ведающие, женщины ведающие, бабушки, прабабушки, пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, которые, живя в семье, например, она живет в семье, да, у нее есть дети, да, у нее есть муж, но она одна, все равно. У нее есть локальная вот эта система, и она из нее никуда. Ну вот, а я говорю же вам, что это женское. Мудрость и просветление. Вот она, отшельница. Мудрость и просветление. Но вы разрешаете себе сейчас довериться законам мироздания. Вы открываете свою душу этим знанием и принимаете их каждой клеточкой своего тела. То есть вы четко понимаете, что сейчас я вам несу эти знания. Вы отпускаете свое эго, свой ум.
И вы сознанием просто чувствуете, подсознанием, что это важная информация, и вам нужно ее уложить в каждую клеточку вашего высшего разума, источника. И доверяете этой информации, что я вам сейчас говорю. То есть, да, вот мы сейчас вот добрались как раз. Для чего мы вообще в отшельники уходили-то? Для того, чтобы сгармонизировать свое тело, поле, да, после жестких уроков, после болезней, после расставаний, расстояний, после того, как развелись, например, разрушилась семья, человек ушел из жизни. Вот это тоже вам нужен этот путь, период, для того, чтобы быть одному и спросить себя, куда мне дальше-то идти? То есть вы свою душу сейчас спрашиваете, куда мне идти? И вот вам предки вашего рода выходят, бабушки выходят, мамы для кого-то. Для кого-то это пра-пра-пра бабушки, понимаете? Материнская, то есть это женская тема идет. Женская тема идет. Да, вы сейчас смотрите на себя, на свое отражение, и принимаете себя со всеми своими косяками, изъянами и прокрастинацией и всем прочим. А также принимайте свои светлые стороны. То есть вы все принимаете. В каждом из проявлений вас есть вы. И в каждом из проявлений есть своя сила. Ну вот, вы плоды сейчас будете собирать. Вот этот период закончится, вот этот период, когда вы были вот в таком состоянии, мы с вами это все отсекли, обрубили, вот это вот все, дьявола своего выгнали, зависимости все убрали, вот. Через познание, опять же, через. Сейчас вы на этом пути находитесь. И вы обретаете радость. Вы любые блага сейчас будете принимать, которые приходят к вам из пространства. Это может... То есть вы имеете все то, что вы бессознательно позволяете себе иметь. Вот понимаете, о чем говорит, вот когда люди проходят, почему они вообще проходят эти все практики? Для того, чтобы расширить свое поле. Расширение своего поля – это всегда ведет к тому, что вы в материи будете это чувствовать. Я стал больше или стала больше. Во-первых, больше вы чувствуете благ ко мне приходят со всех сторон, знаний. Я открытая сейчас система, которая принимает эти блага, эти знания, эти какие-то импульсы, энергию. Вы энергетически сильнее становитесь, когда вы расширяетесь. Поэтому вы очень манкая личность для темных сил, потому что, пожрать энергии это вообще за так. Поэтому будьте просто предельно осторожны. Предельно осторожны. Я вообще сейчас куда иду? Я сейчас в тьму иду опять? Или я по светлу все-таки? Вот, для себя выбирайте это тоже состояние, потому что своих внутренних драконов нужно утихомиривать. Вот поверьте мне, я его знаю, своего внутреннего дракона. Это такая мощь, которая разорвет просто и может убить. Вот реально может убить. И я раньше не могла с ним справиться. То есть, если меня накрывает, вот просто это как пелена перед глазами, все. Это человек, который действует на таком огнище, у него вот этот импульс, и именно это проявляется в том, что человек не может себя вообще никак управлять собой, своими эмоциями, своей энергетикой, потому что своей энергетикой можно убить человека другого, просто своей энергетикой, задавить его. А вы сейчас как раз-таки познаете в том, что я расширяюсь, да, я своего внутреннего дракона знаю, я с ним подружился, либо он у меня под пятой, это дьявол еще тоже, и бесы, вот это вот темное ваше. Он у меня под пятой. То есть, если мне нужен этот импульс, я его достану из себя, но при этом я им управляю очень
у вас маг там вышел в другой колоде, я очень четко осознаю, что я управляю этим всем. То есть это не управляемая какая-то колесница, которая летит в пропасть. Нет, это другое. Вы чувствуете в себе всю нарастающую силу внутри себя, силу и мощь, энергию вот эту вы чувствуете. И расширение также вашего поля, это отражается на том, что вы начинаете выздоравливать. Многие просто в выздоровление идут, ну стремительно причем. Кто-то в материи именно больше финансов. Вот просто больше финансовый поток, все, я позволяю себе больше, подсознательный. Понимаете, это вот это бессознательно. Если вы себе стоп поставили, я недостоин, я не могу, там, ну какие-то такие установки, типа, которые вас тормозят. Ну, например, там, богатые люди плачут, богатые люди, там, у кого много денег, они плохо спят, ну, там что-то вот, ну, из этой серии. Вы понимаете себе, вы ограничение поставили, ограничитель вот этот, и все, и к вам не будет это идти. А если бессознательно вы поставили наоборот, я принимаю еще больше и еще больше, потому что я достоин самого лучшего на этой земле. И всем хватит ресурса, всем абсолютно хватит ресурса этого. Вот радость идет через познание вот этой силы, этого света, этой мощности в себе, мощь, это мощь. Итак, что нам надо сказать или сделать? Давайте так. Вы поставите на паузу потом видео. Я сейчас, у меня уже приготовлено. Вы наливаете воду, чистую воду, питьевую, в стакан, либо в чашечку, ну, можно прозрачный, вообще это идеальный вариант, если прозрачный стакан. Вы наливаете эту воду в сосуд и говорите такие слова. Вселенная, я готов. Давайте я сейчас от мужского буду, хорошо? Потому что так удобно, потому что меня все слушают, а постоянно перескакивать мне тоже это, ну, просто... Вселенная, я готов. Я готова идти в свой путь. Вселенная, я готова. Или я готов. Взять, принять этот дар в себе. Вселенная, я готова. Я готов. Вступить в союз с человеком, которого я люблю. Или пробудить в себе дар. И какие дары вам нужно пробудить, вы говорите. Вселенная, я готов. И я готова сейчас найти свое предназначение в жизни. Я готов найти работу своей мечты. И я готов принять это в свою жизнь. То есть вы говорите самые главные слова. Я готов или я готова. Я готова к любви, к настоящей, чистой, постоянной любви. Я готов к обретению стабильности, процветания в материи и реализации всех моих талантов и способностей, которыми наделил меня Господь. Я готов это все принять. Как дар с небес я готов. Я готов принять эти таланты, это предназначение. Если вы знаете, какое у вас предназначение, вы говорите эти слова. Я готов идти по пути своего предназначения. Если вам нужно здоровье, исцеление, Вселенная, я сейчас готов или я готова исцелить все свое тело, тонкие тела,
физическое тело, все свое поле исцелить от любых темных, деструктивных программ. И я иду в свое исцеление каждой клеточкой своего тела. Я принимаю это исцеление, и я готов исцелиться полностью. Я готов принять счастье в свою жизнь и радость в свою жизнь. Я готов жить такую жизнь, о которой я всегда мечтал. Я готов двигаться в материи для достижения своих целей. Я готов принять в себя сейчас, от Тебя, Творец, энергию, мощь и эту силу, пробудить в себе эту силу, осознать себя таковым человеком, принять дары от предков рода, которые передаются из поколения в поколение, но я по каким-то причинам это не принимал. Я готов принять дары Вселенной в свою жизнь. И пьете этот стакан до конца. Я сейчас не до конца, но я потом допью это все. Так, давайте сейчас посмотрим результаты этой практики. Я не хочу я вот это, хочу вот это. Результаты этой практики сейчас, этого дня, этих инсайтов, этого осознания, что ты сейчас свою жизнь в свои руки просто взяли и как волшебники идете по судьбе. Вот. Две карты. Это вот для девушек больше, потому что это королева жезлов. Это волшебница, да? Фея просто. Светоч, который идет вперед. Для мужчин у вас шанс огненный, жезловый шанс начать новую жизнь прямо сейчас. Вот после этой практики у вас начинается новый этап вашей жизни. С чем я вас поздравляю. Что такое двойка мечей? Все, ребята. Завершение двойки мечей. Двойка мечей — это когда с закрытыми глазами человек двигался, он не знал вообще. У него много информации было потаенной, скрытой. Энергии не было там. Закрытый. Человек, закрытая система был. И сейчас он приходит к тому, что это все он гармоничным образом в себе завершает этот этап. Вот, это карта мира, завершение, примирение с этим. И как раз вот он, отшельник, вышел, да? Опять вот этот символ. Через вашу мудрость сейчас, но это, опять же, я говорю, период, он завершается. Вашим осознанием, вашей мудростью, пробуждающейся силой внутри вас. И сейчас у вас полностью разрушается привычный сценарий жизни, где вы постоянно уходили куда-то в зависимости, либо из отношений постоянно, либо в своего отшельника уходили, либо, вообще, это карта ухода. Я ухожу постоянно с больным сердцем. Все это обнуляется, потому что это башня. Опять вот он, отшельник. Вот сейчас вашей мудростью, вашим осознанием вы понимаете, я это разрушаю. Четверка пентаклей. Это когда 4 пентаклика я держу, и все, и дальше я себе не разрешаю получить 10 пентаклей. Потому что, 4 пентаклика это хоть что-то, а там-то неизвестно, что меня ждет. Девятка жезлов. Вы себе не разрешали вообще радоваться.
вы себе не разрешали в легкости пребывать. В легкости, в сладости, в радости, в великолепии. Господи, вы не разрешали себе это делать. Потому что у вас 9 жезлов была. То есть это кармический урок, который повторяется, повторяется, повторяется. По башке бьет и бьет и бьет. И я наконец-то понимаю, в чем суть этого кармического урока. Я должен работать над собой прежде всего, только над собой. Что делается с энергиями сейчас? В материи работать. И я иду. Вот она, карта стабильного счастья. Карта, вообще-то, завтрашнего дня. Я распаковываю в себе сердечный центр сейчас, потому что это чувственность. Опять вот король кубков. Я позволяю себе любить, я позволяю себе чувствовать, я позволяю себе разного спектра эмоций. Я это оплакиваю, если это нужно сделать, но я это завершаю этап. И вот она у меня идет. Через отшельника вы познаете любовь. Вот эта карта, это наш последний будет расклад именно в золотом пути души. Любовь, истинная, глубинная, безусловная любовь. Вот результат вашей практики. Это кармическая карта сейчас. Вот я на нее смотрю, это кармическая карта. То есть это кармический этап, урок из прошлых жизней, из ваших прошлых жизней. Вы сейчас его должны завершить этот этап. Ну, кто-то сейчас, я опять же говорю, смотрите на себя, на свой темп. Кто-то в отшельнике должен находиться 4 года, кто-то должен 1 месяц, кто-то 2 дня, кто как. Кто-то вообще не может в отшельнике находиться, абсолютно. Я знаю таких людей, которые не могут. Одиночество для них это равно вообще, ну, смерти подобно. Все, как это я буду один, как это? Да вот так это. То есть ты должен, через это ты только познаешь себя, истину, и пойдешь в эту истину, в свой истинный путь. И только так. Фух, прекрасный день, прекрасная практика. Я благодарю вас всех за то, что вы делитесь своими процессами. Пожалуйста, делитесь и дальше, пишите. Этот чат именно создан для того, этот канал создан для того, чтобы вы делились, чтобы мы генерировали еще больше света, осознанности, любви. Потому что кому-то вы своими словами подсветите путь. У кого-то там темнота, вот человек действительно не знает, как ему выбраться, как ему идти, что означают какие-то там практики или слова. Кто-то более осознанный, кто-то уже познал это. Делитесь, пожалуйста. Вы тем самым приумножаете добро. То есть вам в материи это будет приходить еще больше благ. Потому что вы поделились. Вот со мной, для меня, как для мастера, это очень важно, как для вашего проводника, ваши оценки, ваш энергообмен. Вы со мной делитесь. Тоже я с вами делюсь своей энергией, даю вам эти импульсы, знания, которые пришли ко мне с моего рода и с потока. Они идут просто, я с вами делюсь. Пока они идут, я делюсь с вами. Пожалуйста, будьте благодарны, будьте осознанны и никогда не проходите, ну вот просто вам там дали знания, допустим, поставьте хотя бы сердечко, хотя бы какой-то отзыв. Вы тем самым Вселенной говорите: да, я готов сейчас вступить на этот путь, и я готов идти по этому пути. Я принимаю эти знания сейчас, я их укладываю в себя, я их принимаю, я готов их принять. Вот. И я благодарю вас всех за ваши теплые слова. Это просто меня поддерживает очень сильно на моем пути. За ваши донаты, за вашу обратную связь. Для меня это очень важно. Спасибо.